Всем здравствуйте! С вами астротаролог Ева Вирга. И сегодня мы с вами затронем такую очень важную тему, как кармический коридор затмения с 25 октября по 8 ноября, который будет влиять на все знаки зодиака. Абсолютно он затронет всех без исключения людей. 25 октября у нас пройдет частное солнечное затмение в знаке Скорпион. А 8 ноября у нас с вами будет лунное затмение в знаке Телец. Что значит коридор затмений? Это временной период, где солнечные и лунные затмения идут друг за другом в небольшом промежутке времени. Вспомните, какие события с вами происходили примерно в октябре 2004 года и какие шансы у вас тогда были. Это будет перекликаться с этим коридором затмения. Но и вы должны понимать, что затмение заставит выйти из зоны комфорта, пересмотреть, например, межличностные отношения. Конечно, это будет не без потерь, но будут изменения, которые повлияют на ваше будущее. И пора выходить уже из зоны комфорта, убирать блоки, которые вам мешали или мешают. Вообще этот коридор затмений может повлиять у кого-то на срок 2-3 года, у кого-то на 18 лет. Все, что сделано в коридор затмений, изменить нельзя. Это судьбоносное и кармическое время. Что можно и нельзя делать в этот период? В период с 25 октября по 8 ноября. Не рекомендуется начинать новые дела, участвовать в мероприятиях с большим количеством людей, с огромным скоплением народа. Лучше, конечно, отложить плановые мероприятия, но если там вообще это критическая, точка какая-то, то, конечно, стоит делать. Но если можно отложить плановую операцию, лучше отложить в этот период. Не стоит торопить события и тщательно анализируйте происходящее вокруг. Дальше. Что можно делать в этот период? Очень будет полезным заниматься медитацией, больше высыпаться и мотивируйте себя вообще взглядом на будущее. Будьте на позитиве, в гармонии с собой, с окружающими людьми. Улучшайте состояние своего здоровья, приносите в свою жизнь полезные привычки, занимайтесь любимым хобби, избавляйтесь от ненужного хлама. И самое главное, откажитесь от вредных привычек. Может, вы давно хотели бросить курить или сесть на правильное питание, так это очень удачное время. Если продвижение дел стояло на паузе или вообще не продвигались вперед, значит, вы можете получить заряд энергии для осуществления этих самых планов. И буквально пару слов, к чему готовиться каждому знаку зодиака. И мы начинаем с овнов. Овны. Сделайте акцент на общение с близким окружением и коллегами. Общение с нужными людьми помогут в будущей перспективе реализовывать планы. А кстати, в любовной сфере, тут, конечно, не очень. Могут быть неприятные моменты, и не стоит заключать брак в этот период, и не стоит начинать новые проекты. И абсолютно не принимайте важные решения. Тельцы. Вам не стоит ввязываться в конфликтные ситуации, особенно с близкими вам людьми. В избежании хронических болезней стоит посетить врача. И оберегайте свое здоровье, и будьте аккуратны, не исключены травмы. Близнецы, контролируйте свои мысли, эмоции, дабы не ввязываться в конфликтные ситуации. И будьте внимательны с водной стихией, не стоит вам отправляться в путешествие на лайнерах, будьте аккуратны с водными стихиями. Далее, раки. Уделите время своим близким, если это возможно, то в период коридора затмения лучше взять удаленную работу, так как не исключены разногласия с коллективом и напряженные отношения с начальством. Уделите внимание своему здоровью. Львы. Может быть, не самый простой период в общении, особенно вам могут не понравиться поступки людей из вашего ближнего окружения. И позаботьтесь о своем здоровье. Стоит посетить врача, но помните, что лучше отложить плановую операцию, если она прям такая не жизнеугрожающая.
Девы, вы знаете, вы можете продолжить обучение и, возможно, работа в коллективе или коллективная работа над каким-то проектом. И особенно будьте осторожны с водной стихией. Не стоит отправляться в путешествие, ну, по воде, да, вот так скажем. Весы, вам вообще категорически нельзя вступать в брак. Пока что, да, в период с 25 по 8 ноября, плюс-минус еще несколько дней, 3 дня я бы вам еще дала. В общем, не стоит вступать в брак. Могут быть неприятные отношения с близкими людьми, такие вот напряженные. Зато в финансовой сфере вас может ожидать успех. Скорпионы, вам, конечно, нужно попозитивнее смотреть на то, какие перемены у вас будут происходить в вашей жизни. Возможно, стоит посетить хорошего психотерапевта, так как не исключено нестабильное эмоциональное состояние. Следите за эмоциональным состоянием, за состоянием своего здоровья, а также будьте аккуратны и внимательны на дороге. Стрельцы, не исключен хороший денежный поток, продвижение дел, которым вы давно занимаетесь, и вам вообще стоит побольше в это время, в этот период уделять внимание близким. Им как никогда сейчас нужна будет ваша поддержка. Козероги, в этот период вам стоит обратить внимание на свое состояние здоровья. Но не стоит пока в этот период делать операции, если, конечно, они прям не жизнеугрожающие. Если есть возможность, лучше отложите. Вот. И вам стоит следить за эмоциональным состоянием, не вестись на провокацию у негативных мыслей, не вестись на провокацию, если вас выводят другие люди. Водолеи, старайтесь как можно меньше конфликтовать с близкими, да и вообще с окружающими в целом. Обратите свое внимание на эмоциональную сферу, возможно, вам потребуется помощь психотерапевта, и старайтесь не втягивать себя и других людей в неприятные ситуации. Рыбы, в этот период не накручивайте себя по пустякам. Вы, возможно, можете не так что-то понять, сказанное вашими близкими или друзьями. Вот не драматизируйте лишний раз и занимайтесь саморазвитием. Но помните, что в этот период мы не начинаем новые дела. Лучше продвигать то, чем вы давно занимались. Всем большое спасибо. Ссылочку для личных вопросов оставлю в описании. Если кому-то нужно, обращайтесь. И всем большое спасибо за внимание. Пока-пока.